Война. День 307. Ситуация на фронтах. Появились кадры уничтожения самого современного российского танка Т-90М «Прорыв» с помощью БПЛА. Любопытно, что вооруженные силы Украины являются вторым по численности пользователем этих танков, при том, что Украина их не покупала и не производит. Воздух. Вчера был нанесен удар по российскому стратегическому аэродрому в Энгельсе. Россияне заявляют, что это были беспилотники и их сбило ПВО. Правда, осколками убило 3 летчиков, и еще несколько получили ранения. Судя по кадрам с камер наблюдения и мощности взрыва, в качестве ПВО использовали минимум Искандеры, иначе сложно объяснить такую мощность взрыва, да и осколки, убивающие всех вокруг. Также не до конца ясно, раз ПВО сбивает БПЛА, для чего перебрасывать бомбардировщики на Дальний Восток, да и почему сбитие происходит непосредственно над защищаемым объектом на расстоянии 600 км от границы. Благодаря имеющимся кадрам удалось геолоцировать место взрыва, и это непосредственно аэродром, где расположены бомбардировщики Ту-95. Восток. Украинский генштаб сообщает о отражении атак в Новосельском и Стельмаховке. Южнее, в районе Кременной, поступили противоречивые сообщения о значительных продвижениях украинских войск, но никакими кадрами это не подтверждалось. Бои продолжаются за Червонопоповку и в лесу на подступах к Кременной. На правом берегу Северского Донца россияне продолжают атаковать Белогоровку, Солидар и окраины Бахмута. О каких-либо новых продвижениях ни в одну из сторон неизвестно, но в сети в последнее время большое количество кадров полей, усеянных трупами российских солдат, которые пытались штурмовать город. Украинские защитники отмечают, что последние дни они особенно рьяно атаковали. Большинство из штурмующих не имеют на себе никакой экипировки, а у многих даже нет формы. Появилось видео, в котором боевики Вагнера жестко критикуют начальника российского генштаба Герасимова в острой нехватке боеприпасов. Казалось бы, при чем тут генштаб частной военной компании? Но на самом деле это лишь очередное доказательство, что эти боевики никакой не ЧВК, а на самом деле часть российского криминального государства, которое содержится за счет налогоплательщиков. У наемников не может быть ни танков, ни самолетов. Их им предоставляет Россия. Дальше бои продолжаются в районе Авдеевки, где украинским войскам удалось отразить атаку в Водяном и Первомайском. В Марьинке продолжаются городские бои. Россиянам удалось захватить половину города, а точнее руин. На южном фланге обстрелы вдоль линии фронта. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать видео лайками, комментариями и подпиской.